Всем привет! Сегодня у нас будет небольшой ретро-видеоролик, и мы с вами вспомним, какие масштабные копии выпускались в России около 10 лет назад. Я вам покажу небольшую часть моих современных агатовских моделей. Если у вас будет интерес к продолжению данной рубрики, то обязательно поддержите видеоролик лайком и оставьте ваш комментарий. И помимо промышленных моделей тут также представлен один автомобиль ручной работы. Это «Москвич Каблук», он находится в верхнем левом углу. И эту модель я приобрел совершенно случайно, наткнулся на нее в одном российском магазине, и по фотографиям казалось, что это вполне хорошая масштабная копия, которая в плане проработки не уступает промышленным изделиям, но на деле вышло так, что тут ужасное качество покраски и сборки, какие-то гнутые детали, также непонятные рытвины на корпусе, то ли хотели изобразить швейцарский сыр, то ли какие-то пулевые отверстия, и эту модель не то что показывать, ее вообще нужно сразу уничтожать, потому что в таком исполнении я не знаю, как можно продавать такие вещи. Но решил оставить ее как часть истории, не стал отправлять обратно, хотя я думаю, нужно было написать в магазин и предъявить претензию, но это уже в прошлом. И начнем мы с обзора ГАЗ-24 Волга от Агат, и эту модель в свое время я покупал как донора запчастей. И хотел снять с этой модели задние фонари, также элементы ходовой части для реставрации аналогичной Волги советского периода. Но когда впервые показал эту Волгу на основном канале, мне сразу зрители сказали, чтобы я ни в коем случае эту Волгу не трогал, не разбирал ее и оставил в первозданном виде. Я вас послушал, сохранил эту модель, теперь это часть моей коллекции, а запчасти ищу в других местах, некоторые детальки уже нашел, а некоторые еще в процессе поиска, потому что найти детали на эти машины довольно сложно, особенно за адекватную цену. Бывают случаи, когда одна деталь стоит дороже, чем новодельная готовая масштабная копия. И тут уже на корпусе видны огромные щели, также можно видеть, что форма очень сильно изношена, все залито краской, и в некоторых местах откровенные непрокрасы, но довольно интересная тамповка. На дверцах снежинки, на капоте написано «С Новым годом» и на крыше два снегиря. И подобной тамповки на других моделях я не встречал, хотя, возможно, есть и москвичи, и жигули с такой же тамповкой. Кто знает точнее, напишите в комментариях. И интересное наблюдение то, что старые советские модели с тамповкой сейчас стоят дороже, чем обычные базовые. Но, конечно, эта новодельная Волга огромной коллекционной ценности, я думаю, иметь не будет. Все же это уже, скажем так, такой ухудшенный вариант советского автомобиля. И у Волги открываются дверцы, сиденья и панель приборов тут черные. На ранних моделях еще советского производства они были белые, а рулевое колесо, по-моему, всегда было черного цвета. Также открывается багажник, и можно открыть капот, посмотреть, как тут сымитирован двигатель. И двигатель не претерпел каких-либо упрощений, как и днище на этой модели. Оно из металла, написано «сделано в СССР», но просто, видимо, не стали переделывать литьевую форму. Повторюсь, это уже новодельный образец, написано ГАЗ-24 Волга, модель, масштаб 1 к 43, и на номерных машинах тут должен быть номер. На этой машине он уже отсутствует. И тут упрощенные колесики. На ранних Волгах колпаки были из хрома, а колесный диск был белого цвета. И тут уже хром худшего качества. Ранний хром был золотистый, и он очень хорошо держался. Его даже растворителем было сложно убрать. А тут бывает, от малейшего прикосновения он попросту стирается. Следующая модель — это еще одна Волга, только ГАЗ-3102 в пожарном исполнении. Эта модель примерно 2002 года. Тут есть пару сколышков, но ничего критичного. И долгое время эта модель стояла на открытой полке, поэтому она покрылась пылью. Нужно по-хорошему ее разобрать, помыть, заново собрать, возможно, немножко
пройтись полиролью, чтобы вернуть ей блеск. И тоже довольно интересная тамповка. Москва. Также на дверке есть цифры 15, телефон 01. И у меня 3 разных «Волги». Одна милицейская, вторая скорая помощь и третий пожарный вариант. И есть еще советские «Волги» в обычном гражданском исполнении. И разница между этой новодельной «Волгой» и советским образцом – это дополнительные крепежные отверстия на днище. Также тут написано «сделано в СССР», но, повторюсь, это просто не стали менять форму. И на этих «Волгах» добавили противотуманки в бампере. На советских моделях их, по-моему, нету. Но вполне хорошо смотрится светотехника. Задние фонари здесь из прозрачного пластика. В багажнике присутствует запасное колесо. Тоже открываются дверки. Черные сиденья, черная панель приборов. И вот так выглядит подкапотное пространство. Следующая модель – это Нива с прицепом Скиф. И эта машина идет в довольно забавной коробке. Написано «Мир отечественных моделей». И на задней стороне коробочки кадры из фильма «Бриллиантовая рука». Какое отношение фильм имеет к Ниве и к прицепу Скиф, я затрудняюсь ответить. Видимо, просто сделали такую упаковку ради прикола. И здесь, конечно, коробка у меня пришла в не очень товарный вид, но вот такое качество упаковки. Видимо, просто отслоилось от времени. И давайте вынем модель, посмотрим на нее поближе. Здесь тоже есть какая-то надпись, но это не цена 15109К. Возможно, это просто артикул. Эту модель я покупал, по-моему, за 1200 рублей. Боюсь соврать. Но она стоила чуть дороже, чем базовая Нива, потому что тут еще идет прицеп в комплекте. И эту Ниву я брал как замену развалившейся модели. Но, конечно, тут в плане проработки машина значительно хуже. Уже не открывается капот. Также упрощены дверцы, ручки, зеркала отлиты единым целым с дверцами автомобиля. Сиденья тут откидываются, они из резины, хорошо сделана панель приборов. И на эту Ниву я поставил плашку днища от развалившейся модели. Тут еще хорошо проработана ходовая часть, поворотный передний мост, пружинки. Но, конечно, тоже вместо хрома уже обычный серый пластик. И запаску я поставил от старой модели, а крепление оставил от этого образца. И интересно то, что здесь крепление запаски в хроме, а защита на бампере из белого пластика. И повторюсь, эту модель я вот именно в таком виде и держу, и никаких деталей, помимо плашки днища и запаски от других машин, я на нее не устанавливал. И давайте я вам покажу прицеп. Прицеп тут из металла, и у меня в коллекции есть также советский Скиф, по-моему, красного цвета с белой крышкой. И у той модели хромированное днище, правда, оно тоже сделано из пластика. И подрессоренные колесики, тут они в статичном положении. Но это вполне хорошая масштабная копия, и такой прицепчик можно цеплять не только к отечественной технике, но и к различным иномаркам. Например, в некоторых журнальных сериях есть машины с фаркопом, и похожий прицеп я зацепил с одной моделью из румынской журнальной серии. Тоже смотрится такая сцепка довольно интересно. Следующий образец — это трехосный УАЗ. И тут на коробке, по-моему, нету даты изготовления, но я предполагаю, эта модель где-то 2002 года. И тут также сохранился ценник — 1500 рублей. Довольно дорогое изделие, но взял эту машину для истории. И что мне нравится, у этого УАЗика пластиковая кабина. Эта модель не зачумеет, как предыдущие масштабные копии. И кузов на этом грузовичке склеен из двух половинок. И сделали напольное покрытие, это наклейка в виде фольги.
И также по сравнению с предыдущими УАЗиками тут есть некоторые улучшения. Это отдельные дворники, значок, зеркала заднего вида и дверные ручки. Правда, смотрятся они все равно очень топорно. И также пытались улучшить светотехнику, но фары тут тоже смотрятся как-то немножко игрушечно. И, конечно, присутствует облой, который портит вид этой масштабной копии. И вот так выглядит днище. Написано «Сделано в России», масштаб 1:43, УАЗ 452К и номер 8. Получается тоже номерная модель. И на этих УАЗах лучше колесики, чем на ранних моделях. Тут отдельная ступица и отличается передний колесный диск от задних. Очень легкая модель, и УАЗики сейчас есть в продаже. И трудно сказать, кто их выпускает, то ли какая-то фирма перекупила пресс-формы, то ли их выпускают на Агате, кто знает точнее, пишите в комментариях, но эти модели не являются большим раритетом. И следующая модель это пикап Niva Bison. Давайте посмотрим, тут есть ли штампик с датой изготовления, тоже отсутствует. Но эти модели покупались все примерно в один период, я думаю, плюс-минус год-два дата изготовления у всех машин. Тут красивый цвет кабины, но краска нанесена не очень аккуратно, тоже видно очень сильно упрощена и изношена пресс-форма, открываются дверцы. Правда, тоже они очень хлипкие. Точно такой же салон, как и на обычном трехдверном внедорожнике. И тут уже хромированная защита на переднем бампере. И у этой Нивы уже упрощенное днище, белые колесные диски, не поворачивается передний мост. И у меня такая Нива есть еще с кабиной синего цвета, я тоже как-то давно вам ее показывал, и у нее лучше проработка ходовой части. Следующая модель это Москвич Универсал, тоже вот в такой потрепанной коробочке. Тут есть дата изготовления февраль 2010 года. И интересно то, что у этого Москвича стоят колесики от ВАЗ-2102, также от Копейки. И, повторюсь, я приобрел эту модель в таком первозданном виде, колесики не менял. И также тут установлена плашка с 4 круглыми фарами, правда потерся хром с правой стороны. Очень красивый цвет, и машина не так сильно залита краской. Вот такая плашка двигателя. Вот так выглядит нижняя часть. Сделано в СССР, опять же, Москвич 426. И пластик, на мой взгляд, тут хуже, чем на старых советских моделях. И металл тоже непонятный, очень легкий. И по тактильным ощущениям он имеет другую консистенцию от старых советских моделей. И вот если взять две модели, советская будет тяжелее раза в 1,5, чем вот эта новодельная. Даже если у советской будет пластиковое днище. Следующая модель это Волга ГАЗ-3102 в варианте ГАИ. Тут сохранился ценник 850 рублей. У модели немножко другое оформление коробочки. Написано Саратов, но это не столь принципиально, потому что сейчас выпускаются самые разнообразные новодельные коробки. И, в принципе, кто их выпускает, эти машины может любую упаковку поставить. Вот так выглядит данная Волга. Она в плане покраски чуть лучше, чем вариант пожарный. Также тут другая мигалка, открываются дверцы. И у этой Волги коричневые сиденья, а панель приборов в черном цвете. Тоже, по-моему, присутствует запаска, но почему-то не хочет открываться крышка багажника. Возможно, она прилипла. Я вот даже не помню, открывалась ли она изначально, но я не могу ее даже поддеть. Намертво сидит. Ну, давайте хотя бы откроем капот. И тут днище окрашено серым цветом. И тоже присутствует два крепежных отверстия. И покажу вам, давайте, последнюю Волгу. ГАЗ-3102.
Тут на коробке, по-моему, нету даты. А нет, есть. Январь 2010 года. Уже не помню, за сколько эту Волгу я покупал. Но я думаю, тоже рублей 800. Они примерно в одну цену были. Тоже довольно симпатичная схема окраски. Не знаю, были ли в реальной жизни такие Волги, но почему бы и нет, если мы не видели их на фотографиях в интернете. Это не значит, что такая модель не могла существовать в реальной жизни. У этой Волги тоже открываются дверцы, черные сиденья, черная панель приборов. Должен открываться багажник. Да, на этой модели он открывается. Присутствует запасное колесо. Можно посмотреть, как сделано подкапотное пространство. Плашка днища черного цвета. Тоже написано «Сделано в СССР». И присутствуют два крепежных отверстия. И на этой модели хром серебристого цвета. На ранних Волгах ГАЗ-3102 он был золотистый и, повторюсь, лучшего качества. Две мигалки и присутствует небольшой прожектор с крестиком. И крестик можно при желании выделить красным цветом. Следующая модель это ЗИЛ-117, правительственный автомобиль. Тут на коробочке присутствует дата изготовления, сентябрь 2010 года. Конечно, коробочка тоже немножко потрепана, но в такой коробке я приобрел модель в свою коллекцию. И тут также у автомобиля просела задняя ось. И нужно разобрать модель и ее выгнуть, потому что, видимо, или автомобиль придавило чем-то, или на заводе такую поставили ось. Но не суть. И у этого ЗИЛа потерялся маскот. И не углядел, когда и куда исчез значок. И нужно будет найти ему замену, пока что не нашел аналога. И как и с предыдущими Волгами, на этом новоделе уже хуже подогнаны детали, сильно изношена пресс-форма, но дверки открываются. И мне нравится то, что тут дверцы сделаны со остеклением. И на этой модели салон черного цвета, на ранних ЗИЛах 117 сиденья и, по-моему, панель приборов были белые. Хотя, возможно, панель приборов была черная. Уже не вспомню. И самые ранние ЗИЛы были с неправильным капотом, он открывался не как на этих моделях, а с другой стороны было крепление, но этих моделей было очень мало, и сейчас они являются большим раритетом. Хорошо проработана передняя часть, присутствуют поворотнички, стекляшки, задние фонари тут тоже из прозрачного пластика, и присутствует запасное колесо. И хорошо сделана рама. Написано «Сделано в СССР». И также на английском продублирована надпись «Made in USSR». Но, повторюсь, это уже новодельная модель. И еще один правительственный автомобиль. Это ЗИЛ-41047. Он именуется у Агата ЗИЛ-115. Тут дата изготовления июнь 2012 года. И эта модель комплектная. И в плане покраски и сборки она более аккуратная, чем предыдущий ЗИЛ. Тоже открываются дверцы, черный салон, есть стекло, разделяющее пассажирский отсек от водительского. Присутствует запаска. Можно открыть капот. Правда, почему-то он не открывается. Или детали прилипают друг к другу, потому что довольно туго открывалась эта деталь, или они изначально имеют плохую подгонку. И вот так выглядит нижняя часть. И днище окрашено в цвет корпуса автомобиля. На некоторых моделях его красили в серый цвет. И покажу вам модель ручной работы. Как она выглядит, как она сделана. Легкая модель, и скорее всего тут за основу взят обычный саратовский москвич, приделали кузов и потом растиражировали масштабную копию. Издалека смотрится вполне прилично, но если вы более внимательно начнете разглядывать, то тут правое крыло с вмятиной, огромное количество различных рытвинок, также подтеки на лакокрасочном покрытии.
и сзади все прострелено. Такие мелкие отверстия. Также не пролито освещение номерного знака. Ну и, конечно, очень примитивно смотрится днище. И тут, видимо, днище приклеили к корпусу, потому что для крепежного отверстия не предназначено стыкующегося элемента на корпусе автомобиля. Ну, вот такая модель. И покажу вам два последних экземпляра. Одна масштабная копия – это Москвич 412 в варианте ГАИ с российским флагом. Это, конечно, некая фантазия, потому что таких москвичей, я думаю, уже не было в российский период. Апрель 2006 года, дата изготовления. И тут более-менее нормальная покраска, но видно сильно изношена пресс-форма, и кабина немножко деформирована. Крыша приплюснута, или это пресс-форма такая, или был удар перед покраской. Ну, вот что есть, то есть. Эту модель тоже, по большому счету, я хотел пустить на запчасти, но в итоге решил оставить ее в таком виде. Открывается капот, плашка двигателя. Современные мигалки, которые никогда не ставились на похожие москвичи, но как полет фантазии тоже имеет право на существование. И последняя масштабная копия – это медицинский рафик. Тут дата изготовления – май 2012 года. Это вполне хороший рафик, и у него, на удивление, вполне нормальные зазоры. Правда, дверки не очень хорошо открываются. Видите, когда вы откроете дверку, она сразу падает. Давайте я вам покажу медицинский отсек. Тут выдвигаются пластиковые носилки. Также присутствует прожектор сзади, вентиляционный грибок на крыше, мигалка, дополнительные прожектора. И вполне хорошая покраска. Правда, на этом рафике уже упрощены колесики. Пластиковое днище. На ранних моделях рафа оно было из металла. Вот такая небольшая коллекция советских ремейков, которые сделаны уже в российский период. Пишите ваши комментарии, какие новодельные модели есть в ваших коллекциях, что вы с ними делали, пускали на запчасти или оставляли в таком виде, как часть истории. Если вам понравился данный видеоролик, то не забывайте поддержать его лайком, вступайте в мои группы в социальных сетях, ВКонтакте и Фейсбуке, жмите на колокольчик и также заглядывайте на мой основной канал, там тоже выкладываются самые разнообразные видеообзоры. А на сегодня это все, до новых встреч, пока!